Плохие новости. Началось новое вторжение демонов. Лучше тебя никто не справится. У тебя пушек больше всего. Так точно. Заполняйте боекомплект под завязку. У нас скоро снаряды закончатся, а демоны все ближе. Молодчаги, парни, продержались до подхода подкрепления, а теперь отступайте, я их остановлю. Сюрприз, сюрприз, ватники! Ну что, не ждали? Сдавайтесь, это ваш последний шанс! Братцы, живо отступайте! Это адский Дориан! Я постараюсь его остановить в одиночку! Это моя битва! А ты еще что за вундервафля? Ctrl-C, Ctrl-V. Советский профессор реально тронулся умом. Я будущая легенда, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, танк признанный, известный, авторитетный. Меня зовут КВ-54. Ничего не понятно, но очень интересно. Даю народному артисту право первого удара. Это будет мульти-ультра-удар. Ты станешь легендой, которую уничтожили в первой схватке. Почему вы меня вызвали? Что за срочность? Началась битва, которую без тебя мы не вывезем. Тащите мой трофей прямиком в ад. Левиафан будет в восторге. Удивительно, какая здесь тишь-то гладь, да божья благодать. Меня же в срочном порядке отправили остановить вражеский прорыв, но врагов я в упор не вижу. Чую неладное. Вот это я понимаю сервис. Посреди поля развернули целую станцию техобслуживания. Не забудьте смазать мои гусеницы. Последнее время они жутко скрипят. Иначе 5 звезд вам не видать как собственных снарядов. Всех, у кого меньше 5 звезд в отзывах, Левиафан отправляет на переплавку. Так что мы сделаем все, как ты пожелаешь. А вот, кажись, и мой оппонент, и он решил основательно подготовиться к битве, пройдя полевой ремонт. Спасибо, инженеры, а теперь уносите ноги, сейчас здесь будет жарко. Лови болванку, оккупант. А пушечка-то у тебя косая, а у меня точная.
Ну, что теперь скажешь? Моя броня тебе не по зубам. Броня не по зубам. Казённик твоего орудия разлетелся в щепки, больше ты не сможешь выстрелить, и можно сказать, я взял тебя тепленьким. Я, конечно, слышал, что советский профессор сошел с ума, но не думал, что настолько. Похоже, в действительности у него все плохо с идеями, раз он строит таких чудищ. Ремонт здесь нужен несложный, так что восстановите его, демонтируйте все дополнительные башни и ждите моих приказов. Мы сделаем из этого КВ-54 настоящего троянского коня. Для этого нам понадобится очень много боеприпасов всех типов и видов. Начинайте производство. Отлично, а внутри он будет заполнен порохом. Вскоре мы начнем его начинку. Не хватает еще парочки бомбочек, и наш троянский танк будет полностью снаряжен взрывчаткой. Голос мы тебе не меняли, сойдешь за своего. Твоя задача доставить подарочки нашим врагам. Владыка, вы только посмотрите, кого я захватил. Думаю, он сможет многое нам рассказать. Ты что, притащил в мои владения целого советского монстра? Да как ты можешь так рисковать? Не волнуйтесь, мой повелитель, я не настолько легкомысленен, он не боеспособен, я уничтожил его механизм ведения огня прямым попаданием в ствол. А ты молодец, я такой тактики еще не встречал, начнем его допрос. Какова численность ваших гигантов в составе советской армии? Достаточно, чтобы превратить твою орду в порошок. Ты ничего от меня не узнаешь. После этого ты точно заговоришь, Карасик. Карл, твой выход. Я буду молчать как рыба, а моя алмазная броня защитит меня от ваших методов. Я думаю, что заслужил прокачку своими успешными битвами. Что скажешь, Левиафан? У меня нету на тебя времени. Я все еще не выбил никакой полезной информации из того ватника. Постарайся найти время, владыка. Ты же не хочешь меня разочаровать? Я распоряжусь прошерстить склад. Полагаю, мы найдем для тебя какие-то плюшки. Нашли вот такую шайтан-трубу. Что скажешь? Будем устанавливать. А меня не разорвет? Ну давай попробуем. Значит так, КВ, слушай меня внимательно. План будет таков.
Для большей правдоподобности я заспавню тебя в тундре, где твое появление не будет обнаружено. Затем ты последуешь до ближайшего военного объекта врага и устрою бадабум. Да нет же, раззява, слушай внимательно. На объекте заговори с солдатами и спроси дорогу к заводу. Твоя задача вешать лапшу на каждом блокпосту, а бадабум ты устроишь на их заводе, уничтожив профессора. Вешать лапшу и взорвать завод. Так точно. Это что, КВ-54? Солдаты, добрый день. Я советский монстр КВ-54. Возвращаюсь на завод после большой битвы. Не подскажете мне дорогу? А где твои башни подевались? А зачем мне башни? Смотрите, сколько трофеев я захватил. Стоять, боец! Кто ты? Куда движешься? Доброго утречка, соотечественники! Я КВ-54. Меня создал МС-1 на центральном заводе 20 марта 1950 года. Достаточно! Нам не интересна твоя биография. Куда везешь этот груз? И что это у тебя тикает? Везу трофеи на основной советский завод. Тикает? Тикает майнинг-ферма. Я занялся криптовалютой. Есть такая монета, Сталин-коин. Слыхали? Какой-то он чудной. Доложи о нем и пускай едет. Ну и трофеев ты притащил. Тогда открывайте ворота. Я завезу подарочки прямо внутрь. Ты что, забыл? У нас нету склада внутри. Инженеры разгрузят тебя прямиком здесь. Ребята, плохие новости. Эти 1000 тонн взрывчатки — это не наш КВ-54. Это что-то иное. Ну что, Карл, есть успехи? Получилось что-то узнать? Никак нет, он тот еще крепкий орешек. Я получил 0 полезной информации, но истратил весь боекомплект. Ну что ж, даю тебе последний шанс слить нам всю информацию, что знаешь, иначе будешь иметь дело с Дорианом. Вы ничегошеньки от меня не узнаете. Этого врага нужно обезвредить, но он в алмазной кольчуге, и придется постараться. Вот тебе боекомплект, можешь приступать. Сделаю все в лучшем виде, владыка. Мне кажется, ты маленько перестарался, Дориан, и 150 выпущенных снарядов — это слишком много. Приказ был обезвредить, враг обезврежен. Какие еще будут указания? Мы давим врага по всем имеющимся фронтам и не даем ему продохнуть ни на минуту. Вскоре инженеры снова вернут в строй этого гиганта, но сражаться он будет на нашей стороне. Как только я определю на карте следующую точку удара, вы сразу же отправитесь в бой. Ожидайте дальнейших указаний. Тундра. Земли полны полезных ископаемых. Здесь сосредоточены все рудники СССР. Настало время ударить по ресурсной базе нашего врага. Твоя задача найти и уничтожить всю промышленность в этом регионе. Никакой пощады врагу. Что делать-то будем? Похоже, эта громадина приехала по приказу Левиафана, чтобы нас подорвать. Ну где же ты подевался, МС-1? Пора выгружать подарочки, я уже заждался. Похоже, он не слишком блещет умом и сообразительностью, и у него задача попасть внутрь завода, так что пока он снаружи, мы в безопасности. Он думает, что вы здесь без охраны. Что если я вынесу его четким попаданием промеж глаз?
Опасная идея. А что если ты промахнешься? В таком случае здесь все взлетит на воздух. Я готов рискнуть. Тогда давай, Капут, выноси его, я отвлеку. Я тут подумал, а ты точно пройдешь по габаритам? Мне кажется, ты слишком огромен. Тебя собирали под открытым небом. Не заговаривай мне зубы. Ты что, тянешь время? Огонь! Отличный выстрел, моя школа. Ну и взрывчатки он притащил на себе. Сделайте так, чтобы я запустил это все им на головы. Времени у нас в обрез, сил недостаточно, да и враг нас опередил. С этой целью мы облегчили тебя, КВ, чтобы ты не отставал от Фиджерона. Куда мы направляемся? И кто наша цель? Тундра, парни, а враг — это усиленный Левиафаном Дориан с орудием от пельменя. Пожалуйста, возвращайтесь живыми. Все-таки МС-1 нашел добровольцев для этого задания, и у нас появился шанс. Здравия желаю, солдаты! Доложите обстановку! Где-то в этих землях блуждает Дориан. Он наверняка уже сбился со следа. Благо, заблуждать здесь очень легко. Вы должны выследить его раньше, чем он найдет наши шахты. Сейчас же выдвигаемся! Ух ты, гиганты! А Левиафан говорил, что здесь никого кроме шахтеров не будет. Все-таки придется попотеть. Поджарим его! Начинаю прогрев мортиры. Это же верная погибель Дориана, да еще с такой бабахой нам не осилить. Просто доверься мне, есть идея. Мы сдаемся, к черту этого МС-1 и его союзников. Не стреляй. Не верю своим глазам. Похоже, вы стали первыми ватниками, что сложили оружие. А теперь хорошенько сведись и делай выстрел прямиком в ствол. Я разрушу казенник, а твой снаряд подорвет боекомплект. А почему мы так раньше не делали? Это же проще паренной репы. Это не панацея, просто демоны привинтили орудие слишком большого калибра и часть боекомплекта разместили прямиком за казенником. Время отбуксировать его к профессору. Задача выполнена, вражеский прорыв остановлен. Как такое возможно? Почему вы без видимых повреждений? Это все смекалка КВ, никакой магии. Дориан спустя долгое время наконец-то вернется в Советский Союз. Очень хорошая новость. Не терпится поприветствовать Дориана с возвращением. Ну здорово, братва! Ну вы и размечтались, обошли с двух сторон и думаете, я сдамся? Не в этой жизни, совки. В этой жизни я буду сражаться до последней капли масла. Вали его, булыжник, он нас жалеть не будет. После
После моего залпа тебя уже не починят. Это тебе за булыжника, вражина! Я же говорил, что тебе конец. Булыжник пал, но мне все же удалось одолеть монстра. Для буксировки понадобится отряд, и не маленький. Езжай на дозаправку, я мигом соберу отряд. Ну что ж, парни, держите обороты на максимум. Мы должны опередить демонов. А вот и гости, но подоспели они поздновато. Оцепить периметр, не дайте демонам утащить булыжника. Оборона на 360. Мы высадились в самых отдаленных пещерах. Можем создать здесь свой плацдарм, без угрозы обнаружения. С запада уже хорошенько укрепились. Вскоре нас должен посетить профессор и выдать дальнейшие указания. Поскорее бы, уже не терпится прихлопнуть Левиафана. Здравия желаю, мои солдаты! Как я вижу, вы тут отлично окопались. Хорошая работа, парни! Наша задача продолжать накапливать силы в тылу врага. Главное — это терпение. Вскоре мы нанесем решающий удар. Смотри, впереди лазутчики Левиафана. Открывай огонь, пока они нас не заметили. Хорошо справляетесь. Так держать, солдаты. Я думаю, все слышали звуки боя, которые доносились из самых отдаленных уголков подземелий. Патруль не вернулся. Похоже, в наших землях диверсанты. Найдите их и уничтожьте. Мы достаточно здесь нашумели, и враг уже наверняка о нас знает. Профессор МС-1 дал добро на начало операции. Все мы разделимся на два отряда – Восток и Запад. Задача зачистить пещеры и встретиться в центральных чертогах Левиафана. Возьмем врага в кольцо. Левиафан загнан в угол как крыса, осталось лишь схлопнуть этот котел. Меня лишь настораживает эта гробовая тишина. Правильно ли мы поступили, разделившись? Важно сохранить твою ракету Storm Shadow до битвы против Левиафана. Ты же знаешь почему? Знаю, у Левиафана адамантиевая броня, и никому в истории не удавалось ее пробить. Я запущу Storm Shadow ему промеж глаз, орда Левиафана будет обезглавлена. Наконец-то весь мой зоопарк в сборе. В наших землях вражеские войска. Они уже перебили всю нашу разведку и разгуливают по пещерам. Предлагаю разделиться на два отряда и закрыть врагам проход в центральные чертоги.
КВ и Карл, идите вместе. Одну из пещер я закрою в одиночку, а ты, владыка, займись ремонтом Ямамото. Пара стволов лишними не будут. Нацепи на него столько пушек, сколько сможешь. Стой, кто идет. Дальше движение только по пропускам, либо через мой труп. Ты кто такой? Глаза разуй, ржавая ты корыто. Я Дориан, герой Советского Союза и народный артист. И вот мой пропуск. Хороший калибр, но моя броня не лыком шита. Время превратить тебя в друшлаг. Он шьет меня насквозь. Это чертовски нехорошо. Еще пару таких попаданий точно выдержит. Меткость и пробитие у него зашкаливают. Продолжу сближение, он мне глаза повыбивает. Буду держать безопасную дистанцию. Броня хоть и мощная, но вскоре развалится. Нужно нокаутировать врага, пока есть возможность. Тону его в баню, завалю его в этой пещере к чертовой бабушке. Да как он еще жив с такими повреждениями? Вот же неудача! Самостоятельно мне не выбраться. Дориан оказался не глупым. Дориан, что это с тобой? Не видно, что ли? Сквозные отверстия. Вот что это. Похоже, мне половину модулей выбили и не работают передачи выше второй. А что с врагом? Ты его одолел? Никак нет. Я обрушил на него парочку глыб. Это его задержит. Подлатайте меня. Это лишь на время его задержит. Стоп, машина! Демоны впереди! Нужно нанести мощный удар и проломить себе путь дальше. Начнем с крупного, после прикончим мелкого. Предлагаю шмальнуть по ним ядеркой. Ой-ой, только не ядерка. В таком узком ущелье нас похоронит заживо. Ух, чудом удрали. Навалитесь, Ратте нужно вытащить. А теперь живо расчистите пещеру, врага нужно добивать. Твои дыры мы залатали, теперь нужно использовать выигранное время для небольшой прокачки. Надежная титановая броня. Надеюсь, такие бронепластины защитят тебя от сквозных пробитий. Навались! Еще совсем немного, и мы застанем врага врасплох. Вперед! Я готов к установке бронеэкранов.
Ты только посмотри, кто вернулся. Вы живы, парни, слава богу. Я уже думал, что вы не вернетесь. Те олухи лупанули по нам ядеркой прямиком в пещере. Мы еле удрали. Рад, что ты тоже цел. Тот проход уже не расчистить. Придется драться с врагом лоб в лоб. Я хотел поджарить ватников, но промазал, и скорее всего они оказались под завалами. Дориана я почти уничтожил, но он завалил проход и отступил. Из 2 проходов остался один. Ну что ж, в кольцо они нас не возьмут, и это хорошо. Отправляйтесь в лобовую атаку, поставим врага на колени, защитим наши адские земли. Парни, а вот и демоны, я возьму удар на себя. Перед нами Дориан. Стоп, колонна, Дориан мой, я закончу то, что начал. Ну вот теперь мы сразимся на равных, Ратте. Давай, Ратте, размажь этого понтореза. Кто-то же должен поставить его на место. Он мой, можете смотреть и наслаждаться зрелищем. В этот раз не дай себя одолеть, целься лучше. Спасибо за вашу поддержку, братья. В этот раз я не промахнусь. В этот раз он куда больше подготовлен. Тот еще крепкий орешек. Но я нащупаю уязвимость. Вот черт, клинча не будет, и уклониться не получится. Стоящую мишень куда легче расстреливать. Я снесу твою башню. Слишком много Ратте пропускает. Его шансы просто тают на глазах. Дориан, время добивать этого выскочку. Не промахнись. Первую лобовую схватку мы затащили, враг зализывает раны. Дальше продвигаться не можем, нужен ремонт ходовой, да и повреждения башни у меня серьезные. Еще бы одно попадание тебя уничтожило. Ремонт — это правильный выбор, мы сейчас же тобой займемся. А куда подевался КВ-4 и половина нашего гарнизона? Тебя что, не предупредили? Операция сворачивается по приказу профессора МС-1. Это наши последние деньки в аду. Но мы же в шаге от победы над Левиафаном. А наши земли в шаге от полной оккупации инопланетной расой. Для тебя четкий приказ не покидать лагерь. В списках на эвакуацию ты последний. Левиафан однозначно попытается ее сорвать. Ты должен обеспечить безопасность. Чем вы здесь заняты? Оплакиваете Ратте? Ватники эвакуируют свои войска прямо у нас из-под носа. А вы, бездари, боитесь пойти в еще одну атаку?
Соберитесь, тряпки, я лично поведу вас в бой. Двигайтесь за мной, трусы несчастные. Вот и наш телепорт, Федор. Ты первый. Следующий телепорт смогут открыть через несколько минут. Просто продержись это время и не геройствуй. Так точно, я уж постараюсь. Этот гул гусениц ни с чем не перепутать. Демонические гиганты идут за мной. Это Дориан, и он остался один. Поджарим его. Левиафан личной персоной. Какая честь проломить ему броню самостоятельно. Он сейчас уйдет. Останови его ядеркой, КВ. О нет, моя ходовая! Вытащите меня отсюда, братья! Враги уже рядом, а я обездвижен! Не дайте им спасти Дориана! Завалите его градом ударов! Как мы смогли его упустить? Вот же шустрые гады! Мы смогли разбить и выдворить даже превосходящие силы врагов, но всех их упустили живыми. Все совсем не так. Они не отступили, а просто перегруппировывают силы. Лазутчики доложили, что у них большие проблемы с новым врагом, и они считают их большей угрозой, чем наша Орда. Вас хочет видеть Франкенштейн в зимнем биоме. Спасибо вам всем, но почему такая спешка? Инопланетная чума рвет в клочья наши войска на южном фланге. Некоторые наши гиганты уже попали в полуокружение. Во дела, тогда мне все ясно.